Allah, dear friend, happy Ayamiha. Аллаха, дорогие друзья, Аллаха. всем счастливые Амиха. So today I was asked by Nabil to start by saying something about Ayamiha and the fast and how we did it when we were at the World Center. So I will take a little time to do that. It's very wonderful. Друзья, у меня была просьба сегодня немножко рассказать про праздник Амиха и как переходит это на пост и как это проводится вообще с той землей и как исторически, насколько важно это праздник для нас. И немножко буду заниматься время сегодня, как раз сегодня Ayamiha, поэтому чуть-чуть расскажу про это. You know, dear friends, this really is the first time in the history of God's religion that the manifestation of God has given us a calendar and has given us all these wonderful dates and times and names to live with. На самом деле, это уникальная ситуация, что для нас нам дано от самого пророка календарь бахайский календарь или календарь Баби, который называем сюда. И вот эти Бади календарь вообще дано самому от пророком. И поэтому само календарь очень интересно. И праздники, которые включены в этом календаре, очень интересно. И исторически получается, что мы впервые получаем от самого пророка такой календарь с праздниками. It's a divine calendar. All the months of the name have names of God, attributes of God. And all the holy days have all very special significance. И, естественно, этот календарь имеет 19 месяцев, месяц включается 19 дней, и все эти 19 месяцев есть название, имя. Это имя месяца, получается, это божественный, и это имя или качество самого Бога. И все эти дни, все эти месяцы названы так, что это все божественное качество. It's the first time that the calendar has 19 months and every month has 19 days. Before that, it was all 30 days, 29 days, and all kinds. This is so new, so beautiful. И это первый раз так вот наше в календаре является 19 дней и 19 месяцев. И до этого вот человечество мы все то, что пользовали вот 30 дней, 29 дней или 31 дней. Это григорианский календарь, как мы называем. Но вот сейчас первый раз мы получили вот такой календарь. And you know, the days that we call the Ayamiha, the reason why is it called Ayamiha is because when you have 19 months of 19 days, the year adds up to 361 days. And then there are 4 or 5 days over. And the Bab called it Ayami Ha, those 4 or 5 days. I will tell you why he called it Ha. И так интересно, что эти 19 месяцев
является 19 дней, и все включено, это вот 361 дней. И так получается, что еще 4 или иногда 5 дней остаются. Эти дни вот, для нас вот очень важно. И я объясню, почему так Баб сделал этот календарь, и какие эти дни, и почему именно называется Аямиха. You see, in the Persian and Arabic language, all the letters of the alphabet have a numerical value. For example, Aleph is 1, has a value of 1. Bay has a value of 2. Jim has a value of 3. Dal 4, and so on. И вот очень интересно, так названо на календаре, как, может быть, вы уже знаете, что на персидском или на арабском каждая буква, вот в словаре, да, каждая буква имеет свое собственное значение. Например, вот первая буква Алеф – это 1, да, Б – это 2 и так далее. И есть нумерические значения каждой буквы. And the letter Ha, which is like H, He, is a value of 5. И так получается, что буква Х, или на английском H называется Х, это имеет вот значение 5. And that's why the Bab called these 4 or 5 days that are extra the Ayami Ha. И поэтому вот Баб назначал вот эти основные 4 или 5 дней Аямиха. Значит, вот основной дни. Это 4 или 5 получается. And these 4 or 5 days, he put them between the 18th, the month 18, and the beginning of the month 19. И он поставил эти вот основные дни между 18 и 19 месяцев. And he said that the last month, which is the 19th month, is for fasting. И потом назначал самый последний месяц, или так назначенный 19 месяц, это месяц является для поста. And then he said that these 4 or 5 days are the days for the friends getting together, having a wonderful time, celebrating, having feasts, helping poor people, helping orphans, starting wonderful institutions to help people. So these are the time, this is the time to be happy that we are being of service to each other and to the rest of the world. И именно эти дни, 4-5 дней, так назначено с Бабом, что эти днях мы можем помочь людям, мы можем дарить подарки друг другу. В некоторых местах, в некоторых странах даже наш институт веры, они делают на очень большом объеме какие-то праздники. Это время для нас вот принесет счастье, да, то, что мы можем поделиться со всеми близкими, с друзьями и праздновать вот эти дни. And so these 4 or 5 days is a time of really to be happy, and this is a gift. You know, these 5 days is really a gift that the Bab gave humanity. He says, in these 5 days, you have to have a wonderful time, enjoy yourself, and
be a cause of happiness to all the other people who are not so fortunate as you are. И, естественно, так назначали эти дни Баб, чтобы мы радовались в эти дни, и мы можем поделиться с людьми, которые не имеют многого, да, или бедными, да. Мы можем поделиться то, что есть у нас, наше счастье, нашей радостью, все, что можно. И обязательно эти дни мы должны вести так, чтобы поделиться все, что у нас есть, и радовать, и так далее. And of course, we know Baha'u'llah talks about fasting and obligatory prayer as being the sun and the moon of the religion. И так мы знаем, что дальше сам Баха'у'ллах объяснил для нас, что пост и обязательная молитва – это примерно как луна и солнце. И вот так он объяснил для нас. Post is sol. Post is the sun. Пост – это солнце, и обязательная молитва – это луна. Yes. And so he says that the heaven of religion is adorned with these two suns, and those who obey it are being faithful to the commandment of God. И так объяснил Баха'у'ллах, что те, кто будет верить в этом, и кто будет поклоняться к этим, и вот они настоящие вот верующие. Вот это кто держит пост и кто читает обязательные молитвы. Now, some of the friends wanted to know what happened at the World Center when there are 600 or 700 Baha'is, young and old, and children. I will explain a little bit. И очень интересно, что друзья задавали вопрос, чтобы рассказать, как вообще проводится праздник Ая-Миха на Святой Земле, который примерно 600-700 Бахаи служит из всех стран, и там и молодые, и дети, и взрослые, все там разные возрасты. Как они все празднуют праздник Ая-Миха на Святой Земле. Я хочу вам чуть-чуть вот рассказать про это. And you know, at the World Center in Haifa, there are Baha'is in Haifa, and also there are those who are in Akka. There are about 40 to 50 people, the Baha'is who work in the holy places and the gardens in Akka and Bahji area. So they don't come to Haifa very often. И так получается, что эти 600-700 человек, которые служат Святой Земле, они, так получается, где-то 50 человек служат в Аке, вот остальные все служат в Хайфе. Но очень часто так получается, что кто служит в Аке, они живут там. Поэтому они не так часто приезжают в Хайфу. Но так бывает, что примерно 50 человек живет в Аке, и остальные все живут в Хайфе. So those for the Ayamiha, different friends invite each other to their homes and have feasts and have music and have singing and prayers and really preparing for fasting. И так получается, и там все друзья, и они начинаются намного раньше планировать все программы, и они там включают очень много молитвы, очень много музыки, очень много вот пения. Они вот это все эти организуют очень красиво, и они вот это все сделаются, чтобы готовить к посту. And during their fast in Haifa is different because
there are more of the friends. There are facilities like dining rooms and lunch rooms and kitchen, and food is prepared for the staff for about 500 people every day. Ну, так получается, что в самом городе Хайфе, где много, большинство эти наши волонтеры служат там, там организованно готовит там обед и ужин там для всех работников, там готовит кто-то. And so what happens during the fast is that, okay, everybody fasts in their home, or maybe some people come together who live in the neighborhood and have breakfast together, and have prayers together, and start the fast. And in the afternoon, many of the staff members go into the dining room, and a special dinner is made. And the house members also come, members of International Teaching Center, they come. And everybody breaks the fast together with prayers and lots of food and lots of noise and happiness and joy. И так получается, что, например, вот в Хайфе там много друзей, вот, которые живут в одном районе, они могут вот утром встречать и вот до поста позавтракать, молиться и потом пойти по своим работам. И потом вот вечером, когда вот заканчивается пост, они все собираются. Ну, для этого вот они специально готовят с той земли, вот, чтобы перерывать пост, они все собираются. И там вот туда приходят члены Всемирного дома справедливости, Международный центр обучения, эти советники, все приходят туда. И вот прерывание поста, это вот все вместе прерывает. И это такой очень духовный процесс, потому что они все вместе читают молитвы. И очень трогательно вот это, когда все вместе встречаются и вот прерывают пост вот там. And in Akka, where there's about 45 or 50 people, most of the time, not every day, but most of the time, we all invite each other to our house. Sometimes you have 50 people in one house, and they cook and they prepare and they pray together and break the fast together, usually in Akka and in Baki. И когда вот мы служили в Аке, в Бахаджи, вот я вспоминаю, что мы пригласили всех служащих в Бахаджи или в Аке к нам домой. Вот иногда так было, что у нас дома собрались почти 50 человек. И вот так, возможно, друг другу приглашают, да? Но вот иногда в нашем доме до 50 человек собрались, чтобы прерывать пост. And everybody brings food, everybody brings all kinds of delicious desserts, and after prayers, everybody shares in happiness and break the fast. И вот очень часто так происходит, что вот каждый человек может привезти что-то вкусненького, и каждый приносит, могут поделиться со всеми, и потом вот они могут поделиться с интересными историями, рассказами, и вот помолиться все вместе. Вот так проводятся эти дни очень так духовно, и у кого-то вот в домах так. You know, I remember when I was small and living in the village near the city of Yazd, the Baha'i community in my village was so united. We would come together, we would have prayer, we would break fast together, we would be having a joyous time, the whole Ayamiha and the fast, and then coming to Nowruz. Oh, it was a marvelous time.
И ну, чуть-чуть дальше я расскажу, что вот когда я был очень молодой, вот я сам из города Язда, из Ирана, да, из Персии, и там вот община Бахай была очень такие, совместно они все делали всегда. И вот я вспоминаю, что вот эти времена сами такие счастливые времена, потому что мы ходили в гости друг к другу, мы дарили подарки друг другу, и мы все пели песни, мы молились вместе. Это такой праздник, который все община проводила вместе в Язде. Now, okay, now this year we cannot get together, but hopefully when the situation gets better, really it will be wonderful for the friends to come together and break the fast together. Even in the mornings, I remember as a young boy that we had a big samovar, and my grandmother used to prepare the tea, the samovar, and she sits there and makes tea, and many of the family members and the friends in the neighborhood would come and start the fast together, have breakfast together, have prayers together, and start the fast like that together. There was such a unity and they come together of the friends. И вот я, друзья, вот вспоминаю, вот когда я был очень маленький, у нас в доме был вот такой большой самовар. И вот этот самовар готовила моя бабушка. И вот она готовила этот самовар, и она сама вот угостила чай всем друзьям, родственникам, которые собрались. И очень часто мы собрались вот все вместе начать пост, и много людей собирается. Это очень такое духовное время, где все проводят время совместно. И вот я вспоминаю, как моя бабушка вот угощал, наливал чай всем и угостил. И очень много родственников и друзей собрались во время поста. I remember that I was 4 years old. I really was. I mean, and I would wake up with the smell of the tea and have breakfast with all these family members. I never forget it. I started really like that, so young, to learn what is Ayam Miha, what is the fast, what is the beauty of this month. Oh my God. И, друзья, вот я могу вам сказать, что вот я воспоминания мои, наверное, начинаются от вот 4 лет, когда я утром вот проснулся к этим запахам чая, который сделал у нас дома. И это такое время, что мы никогда не забываем, что с этой запах чай мы понимаем, что вот рано утром готовится чай, это значит вот время поста, и мы вот все собираемся. Это вот такое, даже то, что мы были детьми, нам это было такое очень большое счастье, и мы очень любили этот праздник, потому что это было время единства. Вот все вместе собрались и позавтракали утром, вот так начали пост. So really, dear friend, it's a time to come together. It's a time to increase our spirituality and our love for each other and for the whole human race. That's why we fast. И вот на самом деле пост это для нас, чтобы нас и физически, и духовно поближились, и мы поделились нашей любви, наши чувства вот друг с другом. Задача наша, вот, чтобы мы развивались духовно, чтобы наши духовные качества развивались. Вот для этого мы поделимся все, что есть у нас, вот, и еду, и наши вот чувства, наши любви. Мы поделимся со всеми. Это вот самое главное, то, что мы постимся. So, if there is any questions, I would love to answer, but otherwise we can go back to our usual presentation of the parts in Haifa, in the Holy Land.
Конечно, друзья, вот я хотел вот то, что поделиться с этим чувством, что такое аямиха и пост. И, может быть, есть какие-то вопросы у вас по этому поводу. Если нет, мы можем дальше пройти с нашей обычной программой. Если есть вопросы, можно задавать. Набиль, Да. вы, по-видимому, оговорились. Вы сказали, что 700 человек работают на Святой Земле. Да. Это верно? 700 или 70? 700. 600 от 600 до 700. Ну, Ой-ой-ой, каждому, сколько кто много. приезжает, уезжает. Все понятно. Это в то время, когда нет паломников, да? Кроме паломников. Всегда есть. Или всегда, или вместе, Да. или вместе с паломниками это считается? Не, это только люди, которые работают, которые служат Святой Земле. Ага. Это от 600 до 700 людей. Ага, спасибо, извините, пожалуйста. She just asked a question, is it 700 or 70 people working in the Holy Land? I said, no, not 70, it's almost 700 people. Yes, 700. Можно вопрос задать? Да. Я хотела спросить, можно ли в каком-то образе описать, в каком состоянии находится человек, который держит пост? Вот его состояние как-нибудь можно описать? Спасибо. So she has a question that can you define a person, what is his station when he's fasting, what level, what condition he should be? Yes. Baha'u'llah actually tells us himself. He says the benefit of prayer and fasting is felt when the person is physically healthy. And that's why he has made exemptions. He said, first of all, he has said that the Baha'is start to fast from the age of 15. Translate this. Ну, друзья, что сам Баха'у'ллах ответил на этот вопрос, потому что есть весь смысл, да, почему мы постимся, не просто так. Но Баха'у'ллах говорит, что когда вот человек молится и когда человек постится, он очень часто должен быть физически здоров. Вот, поэтому это очень важно, чтобы мы знали. И второе, то, что он сказал, вот Бахаи, мы можем начинать поститься в возрасте с 15 лет. And this is an obligation. So everybody fasts, but Baha'u'llah says, if you are already 70 years of age, you don't have to fast, you don't have to say obligatory prayers, you're exempt. So that's one condition, that you don't have to fast. Из этого обязательства поста, вот мы можем начинать поститься только когда нам 15 лет, да? И также, когда нам 70 лет, мы не обязаны поститься и читать обязательные молитвы. После 70 лет нам не обязательно поститься и молиться. Обязательные молитвы читать. That is one. If you are a woman and are expecting a baby, or you have a baby and you're breastfeeding the baby, you are exempt. You are not supposed to fast. И также женщина вот, беременная, да, или они ожидают детей, или после рождения ребенка они вот кормят детей, вот они тоже, им тоже не обязательно поститься. And if a person is sick, has an illness, is a diabetes, he's got other illnesses, is under treatment from a doctor for special conditions,
you know, these are all illnesses that people have, and they are also exempt until they become better and they are healthy. They can start again to fast. И также, друзья, вот кто, если чем-то заболел, может быть, у кого-то вот сильный диабет или какие-то болезни, которые он ходил к врачу и принимает лекарства или лечение, они тоже не обязательно им поститься. It's very important to, you know, to realize that we are fasting. Baha'u'llah says, actually, in one of the tablets, says, do this for the love of my beauty. So we are fasting because of our love for Baha'u'llah, not for any other reason. И в одном месте Баха'у'ллах говорит, что вот сделайте это ради моего красоты. И вот сделайте это от любви к мне. И у нас нету какие-то другие корыстные цели. И чисто духовно мы это делаем ради нашей любви к Баха'у'ллаху. So really, when you are thinking of a love for Baha'u'llah, if you have a little temperature or you are coughing or you have a headache or something, you're not going to break your fast because this is just passing, you know. It's not an illness. Illness is when you really are sick. The doctor has to see you. You got to get injections every day or get special tablets every day. Or, you know, there's a difference between illness and something that you just have a headache today and it's gone tomorrow. Ну, я еще хочу, люди, друзья, вам рассказать, что когда я говорю, что вы не обязаны поститься, если вы болеете и принимаете какое-то лечение, но это не значит, что кто-то стал утром говорит, что вот, ну, у меня немножко голова болит сегодня, я не буду поститься. Или, ну, обычно, знаете, что-то, я плохо чувствую, ну, я сегодня не буду поститься. Ну, не такое, да? Ну, если болеет, действительно болеет, и он должен физически лечиться, он не должен ходить к врачу, принимать лекарства и иметь какое-то лечение. И вот такие ситуации, вот, люди должны вот поститься. So, I mean, this is a personal thing. You have to decide for yourself. I cannot say anything. But I'm just saying what Baha'u'llah has said. We fast because we have our love for him. And he says, you're exempt if you are this. И вот я просто хочу вот на этот вопрос так ответить, что вот Баха'у'ллах сказал, вот, чтобы мы постились ради красоты, да, ради любви к Баха'у'ллаху. И он еще сказал, что вот кто не могут поститься, и это тоже он так сделал, чтобы именно человек чувствовал этот пост, для чего он это сделал. И поэтому вот только тогда этот человек сам поймет состояние этого поста. И он сам должен это чувствовать. Это я не могу сказать, вот другой человек так будет чувствовать. И вот поэтому Джамшид говорит, что вот если мы действительно будем поститься правильно, и тогда вот человек будет это чувствовать сам, каком это духовное состояние у него. И, естественно, кто постится правильно, кто читает обязательную молитву, они всегда должны быть физически и духовно здоровы. It's personal, very much personal. Nobody can tell you, oh no, you're not sick. Or, oh yes, you are sick. И действительно, никто не может сказать даже другому, вот, да, вы болеете, и вам не нужно поститься. Или, наоборот, сказать, о, вы очень здоровы, вы должны поститься. Потому что это личное дело каждого человека. Thank you very much. Thank you. На здоровье. На здоровье, да. So, anything else, or shall we go to the next program?
Если нет вопросов, мы пойдем дальше, да? Well, we have a little time to go to the next program. So, with your permission, I will share the screen. Sure. Okay, yeah, let me get my program first. Okay. Я буду поделиться с экраном. Вы видите экран? Видите меня или что-то? А вот сейчас. Now it starts to. Can you all see the screen? Dear Can. Yes, can. So, last week we got as far as here because we were talking about Shoghi Effendi. I shared some photographs and described Shoghi Effendi physically, and also we got as far as the time of the ascension of Abdul Baha. After his ascension, Shoghi Effendi left the University of Oxford, left Oxford and came back to the Holy Land to find out that he had been given a very, very special responsibility in the faith of God. Друзья, если вы помните, мы прошлой неделе говорили о самом Шогhi Effendi, и вот какие трудности он прошел, и когда он учился в Лондоне и слышал эту новость, что вознесен Абдул-Баха, и он немедленно уехал в Хайфу, и вот только когда он приехал в Хайфу, он понял, какой объем работы на его плечи, да, и естественно, вот мы еще говорили о смерти Абдул-Баха, да, и потом тот время, вот, когда Шогhi Effendi, он сам понял, что вот он назначен как хранитель веры. And of course, we know that when he got back, the Greatest Holy Leaf gave him the envelope that Abdul Baha had left for him. And in the envelope was the will and testament of Abdul Baha in the handwriting of Abdul Baha. And in that will and testament, Abdul Baha had appointed Shoghi Effendi as the guardian of the cause of God. И вы помните, что вот когда Шогhi Effendi возвращал в Хайфу, и вот величайший лист, вот у него был конверт, который сам Абдул-Баха оставил у него, и вот когда любое время Шогhi Effendi возвращался, вот он просил передать ему. Но в этом конверте, естественно, был волей завещания Абдул-Баха, и в этом воле завещания вот есть место, где вот Абдул-Баха назначал Шогhi Effendi как вот хранителем нашей веры. And of course, you know, it was such a tremendous shock because Shoghi Effendi never expected anything like this. He never thought that the beloved master, first of all, he never thought that the beloved master would pass away, but and that after his passing, that such a thing would happen to him as a person. Ну, друзья, знаете, что это время, вот, когда Шогhi Effendi возвращался в Хайфу, он никогда не подумал, что вот Абдул-Баха будет назначать его вот на эту позицию, да, и никогда он не требовал и никогда не ожидал такого. Это для него самому был такой очень большой шок. И, когда вот он узнал, что его назначал
сам Абдул-Баха, это для него было очень большой вопросом. И потому что он никогда такого не ожидал, он не хотел, вот, как в других местах, да, там. И вот это очень интересная ситуация в нашей вере. But now he had to face the situation. He couldn't say, no, I cannot accept it. It's a will and testament of the center of the covenant of Allah. You cannot do anything about it. You have to accept and obey it. So he had to do that. И вот сейчас пришло время для Шогефенди, что он должен обязательно вот принимать это, потому что это то, что написано в воле и завещании Абдул-Баха. Его Абдул-Баха назначал как хранителем, поэтому он никак не мог сказать, нет, я не хочу, нет, я не буду. Это воля и завещание Абдул-Баха, поэтому ему пришлось взять эту должность или обязанность. But he really didn't, he said to Ruya Khan, he didn't know what it meant to be a guardian. He was sick. He was, physically, he was not able to function. He was in bed all the time. And the only person that was looking after the affairs of the faith and him was the greatest holy leader. Друзья, вот это время, чтобы вы знали, что когда он слышал эту новость, когда он узнал это, вот он рассказал это Руяхану какое же время, да, что он физически даже не мог вставать из кровати, он лежал много дней, потому что он не мог признать вот такого, что он никогда не ожидал, что Абдул-Баха будет назначать его. Поэтому это время для него было даже физически очень сложно. И это время все дела веры занимался величайший лист, да, по Яхану. И вот она держался все в руках и вот контролировала ситуацию, потому что Шогефенди почувствовал себя очень вот плохо физически. And so it was the greatest holy leader who advised him to leave Haifa and go to Switzerland and go and be alone and try to find out what was he supposed to do. What did it mean to be the guardian of the cause of God? And so when he left Haifa and went to the mountains of Switzerland for many months. And there he was alone to meditate, to pray, and to read the will and testament of Abdul-Baha and come to terms about what it is that Abdul-Baha is expecting him to do as the guardian of the cause of God. И вот было время, когда Шогефенди поделился с Руяханом, он сказал, я даже не знал, кто такой или как быть хранителем веры. Он сказал, я вообще не понял, что это позиция. И, конечно, в этом ситуации величайший лист рекомендовал, чтобы Шогефенди уехал из Хайфы, чтобы он поехал в Швейцарию, в горах, чтобы он провел время в единстве, так, чтобы он мог изучать волю и завещание Абдул-Баха и понять, что это такое быть хранителем веры, и что на самом деле Абдул-Баха написал в воле и завещании. Вот рекомендация и приглашение величайший лист, это было, чтобы он оставил Хайфу и уехал в Швейцарию, чтобы он мог молиться и медитировать, и изучать саму волю и завещание Абдул-Баха, и понять эту позицию, как быть хранителем веры. And gradually, over a number of months,
he realized what it was, and he said to Yochanan, when the realization came to me, I was a totally different human being. I wasn't the same person anymore. И несколько месяцев он проводил вот в Швейцарии, и он провел все это время в медитациях, в молитвах и изучении самого волеизъявления Абдул-Баха. И позже время он вот еще рассказал Руяхану, что эти несколько месяцев, как он провел это время изучения, в медитации, в молитвах, и он сказал, через несколько месяцев, что я стал другой человеком. У меня уже было понятие, кто такой хранитель. И он говорит, вот эти несколько месяцев меня поменял, вот я изменился, и я уже начал понять, кто такой хранитель веры и чем я должен заниматься. And so then he really came back to Haifa, and he started a systematic way of looking at the faith of God and see what was there to start. The number of Baha'is, where they lived, what they did, how much they could do. Did they have assemblies? Did they have anything? And he realized there were a handful of Baha'is in America, a handful of Baha'is in the East, a handful of Baha'is in Persia, in India, scattered all over the place. There were lots of Baha'is, but to be organized and to be able to work together, no, nothing of that kind. We didn't have that. Естественно, когда он возвращался, когда он уже понял, что вот я должен возвращаться, взять в руки, и это мировая община Бахаи, и я вот главный организатор в этом деле. И вот когда он возвращался обратно в Хайфу, он начал смотреть, вот откуда начать, что я должен сделать. Он понимал, что на востоке было несколько Бахаи, несколько маленьких общин. На западе было несколько странах вот, община Бахаи, там, в Индии или в Египте. Там очень много вот, местах были несколько Бахаи. Они все были по всему миру. И на самом деле ничего не было организовано, как мировая община Бахаи, да? И поэтому вот Шоге Эфенди начал все систематизировать, изучать ситуацию, когда была, и он начал все систематизировать, и вот из этого он начал. There were really no functioning local and national assemblies as we know them now. What about the finances of the cause? Was there any money in the cause to work with? What about the literature? In English language, there were hardly any. A few pages of the tablets had been translated, and some of the letters of Abdul Baha had been translated into English, some of which he himself, as a student, translated for Abdul Baha. They were a handful of pages of high writings and literature and letters of Abdul Baha were scattered throughout the West. But really, literature to use to teach the cause of God, it didn't exist. Only tablets of Abdul Baha the Bab and Baha'u'llah in Arabic and Persian. That's it. И так была ситуация, что он начал смотреть, вы знаете, да, вот когда хранитель стал хранителем, не было национального собрания, не было такие местные собрания. Ну, в смысле, они не работали, вот как сегодня работает местное собрание, да. И он подумал, какой ситуация с финансами, вот кто занимается с финансами, какие финансы есть, какие литература есть, потому что он сам перевел несколько скрижалей и несколько писем Абдул-Баха. Он сам был переводчиком в эти скрижали.
И он знал, что очень мало переведено все эти скрижали у Бахауле, у Баба или все эти писем Абдул-Баха. Потому что то, что было переведено, перевел он сам, когда еще он был студентом. Поэтому он начал думать это все, как это быстро можно перевести, на сколько языки, потому что Бахаи были по всему миру, им надо было перевести эту литературу. И вот очень нагрузка, очень большая нагрузка на его плечи стала. И поэтому вот он начал потихоньку все систематизировать. Just to look at that alone was really terrible to think that there was nothing that he could work with. You know, so he had to start from the very start, to educate the Baha'is through writing letters and sending telegrams. Sometimes he wrote, you know, not sometimes. Ruya Khanum tells us that Shoghi Effendi used to work 18 hours a day, every day of the week, all his life, just so that he could write enough letters to various individuals and later on to the local and national assemblies. And in this way, he began to build up a Baha'i community throughout the world. И, знаете, друзья, вот если бы нам передали кому-то вот такой позиция, в таком состоянии, мы бы почувствовали это такой большой ужасом, потому что это всемирная община, это всемирная религия. У человека на руках все это состояние и весь организация. Мы бы почувствовали такой ужасом, потому что у нас нет руководства, чем заниматься дальше в этом деле. И поэтому Шогhi Effendi, он сам начал все систематизировать. Он начал, например, написать индивидуальные верующему в разных странах. Очень много письмо написал. И потом он писал местное собрание, потом он писал национальное собрание. И он еще когда-то рассказал Руя Хануму тоже, что какой работа он было сделано, просто написать писем разным местам, разным странам, разным людям. Иногда он отправил телеграмму и сказал, сделайте так, вот, пожалуйста, сделайте так. И вот такую работу сделал, и потихоньку он помогал, чтобы вот собрать мировую общину потихоньку. И можете подумать, сколько тысяч писем он написал индивидуально верующим, и потом собраниям местным, национальным. И вот так он создал систематично мировой общину Бахаи. Shoghi Effendi had the tablets of the divine plan of Abdul about taking the message of Baha'u'llah to all corners of the world. But the structure to carry out these instructions and this work didn't exist. So he had the tablets and he sat down on his table for 20 years before there was a working framework of local assemblies, national assemblies, to start to do what was in the tablets of the divine plan of Abdul. И эти вот скрижали, которые вот привел Шогhi Effendi, да, ему занимался больше 20 лет, чтобы он начал работать с местными общинами, с национальными общинами. Вот он как-то передал вот это дело и сказал, что сколько времени вот занималось, больше 20 лет занимался, как он потихоньку вот собрал все эти информации и вот раскинул по всему миру, вот начал вот божественный скрижаль перевести и рассказать вот всем Бахаи в мире.
и прийти к этому состоянию. And you know, dear friends, now the whole Baha'i world knows that on the 21st of April, the first day of Ramadan, every place where there are 9 Baha'is, 9 adult Baha'is, 21 years and older, that they have to form a local assembly. They have to have Baha'i election. And then they also know that they have to have a national convention. They have to form the National Assembly. We know all of these, and we take this all for granted. At the time of Shoghi Effendi, that did not exist. He had to teach the whole Baha'i world how to elect local assemblies, which date of the year to choose for election of the local assemblies and the conventions and the National Assembly. He had to teach us, like children go to school and learn alphabet. We had to learn the alphabet of the administration from Shoghi Effendi. И так случилось, друзья, на самом деле Шогhi Effendi начал вот научить всем Бахаи, что сделать. Например, он начал рассказать, и он решил, когда сделать вот избрание местное духовное собрание, да, вот где 9 или больше 9 взрослых Бахаи, там можно выбрать местное собрание. Ну, он это как маленькие дети, как в школе учил, он потихоньку научил всем всемирным общинам, вот как создать местное собрание, когда выбрать. Потом он рассказал, как сделать национальное собрание, как надо выбирать национальное собрание, как к этому прийти, как готовить эти конвенции, собрать вот делегатов. Вот это все работу, он сам это решил. И потихоньку рассказал всемирной общине Бахаи, что такое администрация бахайская. И вот на самом деле в нашей вере систематически администрация самой веры начал Шогhi Effendi. Он сам занимался лично в создании вот эту структуру по всему миру, потихоньку он начал, и вот он в течение много лет своей работой создал это наша административная система или административный порядок Бахаи, и вот он создал это. These things didn't come into being because somebody clapped their hands. These local assemblies and national assemblies and delegate elections and all of the administration came into being because Shoghi Effendi wrote letters after letters after letters, sent telegrams after telegrams to people and gradually to communities, and built them up to become what we have today and what we take for granted today. И на самом деле, вот вы не подумайте, что вот кто-то поклопнул и вот административная система бахайская вот начал. Конечно, нет. Это весь работа, то, что сделал Шогhi Effendi. Вы не знаете, наверное, сколько писем он написал индивидуальные или вот ключевые верующим в разных странах, потому что у разных верующих было разное понимание. Никто не знал, что такое административная система Бахаи. Это вот сам Шогhi Effendi давал вот это руководство индивидуальным верующим, кто создал эти местные духовные собрания, кто создал эти национальные духовные собрания. И через многие такие ключевые верующих, и он вот, можно сказать, руководил и рассказал, как правильно организовать вот это все. И то, что мы имеем сегодня, сейчас,
вот эту систему, административную систему Бахаи, это все работа Шоги Эфенди. И то, что мы имеем сегодня, это все благодаря Шоги Эфенди и его личной работе. And he had to do all of that himself, because every time he asked his own brothers and sisters and other people to help him with writing the letters or explaining things, he discovered that they were doing things their own way, not the way the guardian wanted to do. And then gradually, all of these people began to oppose him as a guardian. And so he ended up having to do everything alone. И, например, когда он начал вот это все дела, он подумал, меня кто-то поможет в моей семье, я же не буду это все делать сам один. Но на самом деле, когда он начал вот это все сделать, многие восстали против Шоги Эфенди, потому что они что-то поняли не так, другое что-то поняли не так. И однажды так было, что они все стали против Шоги Эфенди. И он на самом деле остался один. И потом мы поняли, что поэтому он все сделал один он сам. И потом ему пришлось еще работать с теми людьми, которые восстали против него. И это была еще другая работа, которой он занимался. Но в позже время нам было понятно, что на самом деле весь это, все эту работу сделал он сам. Лично он сам. So, dear friends, the Universal House of Justice, in a book that they published in the year 2000, referred to Shoghi Effendi and all that he did for the Baha'i world. And they wrote the following, which I would like to quote, and please, I would like you to translate that. Yeah. И вот в 2000 году вот, Всемирный дом справедливости сделал такой материал, и там вот они написали, и то, что Всемирный дом справедливости написал, вот я бы хотел максимально вот перевести правильно, чтобы друзья поняли это. That book was called The Century of Light. Была вот написана тут работа Всемирный дом справедливости, называется Century of Light, да? Yes. Век света называлась, да? In there, because they talk about the history of the 20th century, they talk about Abdul Baha, and they talk about Shoghi Effendi. И в этом материале Всемирный дом справедливости рассказывает немножко о истории веры и о персоне Абдул-Баха, и потом там же они рассказывают, кто хранитель, кто Шогhi Эфенди. The House of Justice wrote and says how completely alone Shoghi Effendi was is almost impossible for the present generation of Baha'is to grasp. И я переведу это в мои слова, что Всемирный дом справедливости там говорит, что для сегодняшний день в нашем поколении верующим абсолютно непонятно, насколько одинокого была Шогhi Эфенди, как он был одиноко и как он сделал это всю работу. And then they go on to say, to the extent one does grasp it, the realization is acutely painful. И вот если кто-то бы понял его работу, этот человек бы понял, что насколько аккуратно это все сделано лично хранителем. Если бы в нашем поколении кто-то понял
тот работу, которую Шоги Эфенди сделал, он поймет, что насколько аккуратно все свою работу было сделано хранителем. Dear friends, you remember this quotation here? Abdul Baha, you remember, wrote a letter to an American lady in which he talked about the child that has been born and is in utmost beauty. And then he says, don't forget, in as much as ages and centuries will bear traces of him. You remember that, don't you? Вы помните, друзья, вот когда я вам рассказал, когда вот родилась Шоги Эфенди, Абдул-Баха написал письмо женщине из Америки, которая задавала вопросы Абдул-Баха. В это письмо Абдул-Баха говорит, что так вот говорит так, что в будущее время, сотни лет позже, даже после сотни лет, люди будут знать, вот какой, ну, кто был Шоги Эфенди, да, кто был хранителем. Еще через сотни лет люди будут знать это, его работа, то, что он сделал. И Абдул-Баха тогда вот ответил в этом письме, когда только родился Шоги Эфенди, и вот он ответил, тот американский верующий. So, dear friends, you remember the traces of Shoghi Effendi. So, local assemblies, national assemblies, delegate election, Baha'i communities throughout the world. These are part of the traces that Shoghi Effendi has left for us. Вот если подумать, из тех большой работы, которые, то, что он сделал, например, если взять местное собрание, национальное собрание, как избрать делегата на международный съезд, вот это все организовал сам Шоги Эфенди. И еще много-много лет мы будем знать, что это вот работа Шоги Эфенди. And the letters, all the letters and the telegrams he wrote to individuals, to local and national assemblies, to various countries. Those are the invaluable traces of Shoghi Effendi which is left and will continue to be used throughout the ages and centuries. И еще сотни лет, друзья, мы будем изучать и мы будем читать те письма, которые он написал индивидуальным верующим, местные собрания, национальные собрания, или даже национальную общину он написал. Это все сотни, тысячи письмо. Вот это есть одна часть его работы, которую мы еще много сотни лет будем изучать. И из этих писем мы будем еще взять ответ на наши вопросы, которые дали сегодня, и через еще сотни лет. Это вот таковая работа, то, что он сделал. Dear friends, the time has come for us to stop because you must be tired sitting for an hour and a half listening to me. So what we are going to do, I will stop at this point, and then next week when we come together, I will take you and show you all the various traces that left behind for Shoghi. That can be the buildings, the gardens, the plans, the mashallah scars throughout the world, and so many other things that are traces that are left from Shoghi. Друзья, я думаю, что вот мы уже вот сегодня провели примерно 1,5 часа время. Ну, я бы вот, я думаю, что мы можем остановить сегодня в этом в ноте, да. Ну, я хочу в следующей неделе
побольше еще говорить другие работы, которые сам Шоге Эфенди занимался. Это вот создание все эти сады в Хайфе, Бахчи, создание других общин, создание храма Бахаи по всему миру. И все эти работы, которые мы понимаем, что это рукоделие Шоге Эфенди. Он сам лично занимался в этом. И, естественно, есть очень много, еще много, о котором мы не говорили еще. Вот я хочу это все говорить в следующей неделе и рассказать вам. I wish you all a happy Ayameha and a wonderful fasting. Enjoy. Я желаю вам все счастливый Айхамия и очень хороший, очень духовный пост, чтобы у вас было. And hopefully we see each other next Friday. И очень надеюсь, что мы встретимся в следующей неделе тоже. Огой Набиль, у меня есть вопрос один. Огой Джамшидом. There's a question. Yes. Я хотел бы вот как озвучится этот хранитель, слово хранитель веры на персидском языке. Я долго искал, не мог найти. Mr. Mohammed has a question that how do you express the position of guardian in Persian language? How do you call the guardian properly? Wali Amrullah. Wali Amrullah. Вали Амруллах? Вали Амруллах. Вали Амруллах. Рахмат. خیلی ممنونم. قربانت. Мерси. Какие-то вопросы еще есть, друзья? Okay, till next week, dear friends. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. خداحافظ. Khuda Hafiz. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Bye. The next time. Khuda Hafiz, friend. Bye-bye. До свидания, дорогие друзья. До свидания. До свидания. До будущих встреч. До будущих встреч. До встречи. До свидания. Дякую. До свидания. Спасибо большое за встречу. До свидания.